Привет! С вами Оля, я нутрициолог, и в этом видео покажу вам простой рацион на день, в котором содержится 115 граммов белка. Сразу начнем с приготовления завтрака. Это один из моих любимых вариантов, нам понадобится тортилья, либо же круглый лист лаваша. Вес ее примерно 50 грамм. Далее берем одно яйцо и взбиваем его венчиком, можно добавить щепотку соли. Разогреваем сковородку. Я добавлю совсем немного масла на сковородку, я использую топленое масло. Отправляю сначала яйцо и сразу же накрываю его листом лаваша. Готовлю на среднем огне буквально минуту, и как только яйцо схватится, переворачиваю его. Теперь я выкладываю сюда сыр 30 грамм. Складываю пополам и обжариваю с обеих сторон. Буквально несколько минут и готов такой вкусный завтрак, но, конечно же, лучше дополнить его свежими овощами и зеленью. В этот раз у меня томаты черри и микрогрин. Такой завтрак получается очень вкусным и сытным, а если еще вам получится найти цельнозерновой лаваш, либо же на основе овсяной муки, то будет еще полезнее. Ну а мне этот завтрак, кажется, никогда не надоест. Просто обожаю его. Я, как и многие, люблю после завтрака выпить чашечку кофе, и за день бывает я выпиваю 2 чашки. Кофе я пью без сахара, но добавляю миндальное молоко. Если вы тоже любите попить кофе в течение дня, не забывайте, что оно может содержать дополнительные калории, поэтому включайте их в свой рацион при подсчете. Ну а также напоминаю вам, что в течение дня важно поддерживать водный баланс, особенно если вы пьете много кофе. От 1 до 1,5 литров чистой воды в день, но чтобы не забывать о нее, берите бутылочку водой с собой, даже на свое рабочее место, тогда вы точно сможете пить ее больше и не забывать о ней. Но я теперь буду готовить себе перекус. Это у меня будут клубника и абрикосы. Вы можете выбирать те фрукты, которые вы любите, и в зависимости от сезона. 300 грамм фруктов в день – это нормальная порция для здорового человека. Это то, что касается ягод и фруктов с небольшим содержанием сахара. Но такие фрукты, как бананы, виноград, дыня и другие, которые содержат в себе большое количество сахара, с ними будьте осторожны. 150-200 грамм максимум. К фруктам я добавила 15 грамм орешков, так получается вкуснее и сытнее. Рацион из этого видео взят из моей программы питания 21 день. Это, наверное, один из самых популярных моих рационов, потому что я регулярно получаю очень много ваших отзывов о нем. Хочу по секрету рассказать, что совсем скоро выйдет его продолжение, летняя его версия, а пока вы можете приобрести его по сниженной цене. Кому интересно, ссылку оставляю в описании под этим видео. Ну а теперь начнем готовить обед. Сначала поставлю вариться рис. Кстати, многие боятся его при похудении, давайте сейчас разберем эту тему. Например, классический белый рис имеет высокий гликемический индекс, что приводит к резким скачкам сахара, именно поэтому он и не рекомендуется. Как альтернативу полезнее использовать коричневый рис, он также содержит больше клетчатки, его гликемический индекс равен 55 единицам, и такой же гликемический индекс у риса басмати, но он, в отличие от коричневого риса, варится быстрее, он вкуснее, поэтому абсолютно не вижу причин исключать его из своего рациона. Ну а теперь приготовим курочку. Я беру 30 грамм сыра фета, переминаю вилкой. Можно добавить немножко сыворотки, которая была в упаковке, чтобы он стал не таким сухим. И добавляю сушеный базилик. Парочку черри я тонко нарежу, хотя если у вас помидор обычного размера, просто тонко его нарежьте. Одну небольшую куриную грудку я разрезаю вот так вот, но не полностью. Я делаю надрез, чтобы можно было открыть ее как книжку. Посыпаю ее солью с обеих сторон. А теперь вовнутрь буду выкладывать сыр фета с зеленью.
Выкладываю кусочки томатов и складываю пополам. Заворачиваю в пергаментную бумагу для выпечки. Буду выпекать в течение получаса при температуре 200 градусов. Я буду выпекать в аэрогриле, точно так же можно запечь и в духовке. За 10 минут до конца приготовления снимаю пергамент и слегка смазываю маслом, чтобы она у нас приобрела золотистую корочку. На порцию я взяла 100 грамм готового риса. Ну а теперь подготовлю немного овощей. В этот раз у меня огурчик и листья салата. Также добавлю немного оливок, 20 грамм будет достаточно. И вот такой вот аппетитный обед у меня сегодня. Ну а теперь приготовим вкусный и легкий ужин. Я беру 150 грамм куриного филе и нарезаю вот такими вот средними кусочками. Отправляю сразу в большую миску. Далее возьму один небольшой кабачок весом примерно 200 грамм и разрезаю его на кусочки примерно такого же размера, как и курицу. Далее возьмем сладкий перчик. И его тоже мы нарезаем кусочками такого же размера. Также нам понадобится красный лук, если любите. И теперь добавим специи. Пол чайной ложки соли. Далее добавляю сушеные итальянские травы. Также 1 чайную ложку сушеного чеснока и 1 столовую ложку растительного масла. Хорошенько перемешиваем, чтобы овощи, мясо и специи перемешались равномерно. После чего я выкладываю их в рукав для выпекания. Лучше всего оставить так на несколько часов пропитаться ароматом трав, но можно готовить и сразу. Для этого кладем форму для выпекания и делаем несколько отверстий. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и готовим 40 минут. Наши овощи готовы, пахнет просто невероятно. И можно приступать к ужину. Порция у нас, кстати, получилась довольно большая, потому что при похудении быть постоянно голодным вовсе не обязательно. Но я надеюсь, что видео вам понравилось, и если это так, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих роликах.